Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать по поводу коррозийных боеприпасов. Эти ребята могут так сильно испортить вам настроение, если у вашего противника они будут. Эти ребята понижают резисты корпуса. Это очень сильно может сказаться на ведении боя, это очень сильно может помочь вам, если вы будете такое использовать. Но обо всем подробнее далее, включая тесты, друзья. А с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Давайте для начала, что такое вообще коррозийные боеприпасы, куда ставятся? Ставятся на многостволочки. Зайдем в службу космопорта. И, ну, естественно, это я сейчас у инженера Маквина, один из самых первых инженеров, и проблем с его открытием быть, в принципе, у вас не должно. Заходим в мастерскую инженера. Если там нужна подсказочка, как открыть этого инженера, вот сейчас вылезет подсказочка к этому видео. Вроде оно у меня есть. Там сколько? 320... 5 видосов вроде. Ладно, многоствольные орудия берем, и тут, если честно, ставьте что хотите. Вместительный магазин будет, конечно же, лучше всего. Сейчас я объясню почему. Создаем модификацию. Все отлично. Одной гайки достаточно, поверьте. И экспериментальный эффект. И ищем разъедающие снаряды. Что это означает? Экспериментальные снаряды, снижающие плотность корпуса цели, увеличивающие получаемый ей урон. Установка этой модификации снижает общий боезапас орудия. Понятно. Ладно, хорошо. Если верить Вики, то примерно на 25% уменьшает резист. Приобретаем. От размера оружия, естественно, не влияет. То есть, что четвертая многостволка, третья, вторая, первая работают одинаково. И этот эффект не суммируется. Если вы поставите две такие установки, 3, 4, 5, резист от этого, к сожалению, меньше не станут. Но я поставлю два первых таких, чтобы было, так сказать, гармонично смотрелось на корвете там или конде, не знаю, на чем я полечу, а то вам что-то перестало нравиться конд, уже кто-то написал то, что она их достала. Ладно, полетели. Так, смотрите, сейчас по мне отработает Зефир, спасибо ему, что участвует в записи этого видео. Отработает по мне коррозиечкой резисты моего корпуса 44,8, 24,5, 43,4. Ну, в общем, понятно сейчас, как я сниму щиты, он начнет по мне стрелять, и мы посмотрим на разницу. Так, огонь. Так, надо написать, наверное, лучше. Странно. Что-то как-то те же самые цифры. Вот это сейчас было непонятно. Это сейчас вообще непонятно. Почему-то она как будто не срабатывает. Или же это не показывается. Нужно будет провести тест, за сколько времени я смогу уничтожить, так сказать, корабль. Ну, довести его до 50%. С коррозийкой и без коррозийки, потому что это что-то странное. Ну да, резисты не меняются. Интересно, интересно. Методика тестирования будет такова. Будем стрелять тремя пушками. Двумя первыми и одной непосредственно четвертой. Сносить будем, думаю, до 50% корпуса. И потом сравним эти показатели, потому что, ну, это действительно важно, чтобы понимать, есть ли разница или нет. Потому что показатели резистов остались, ну, как бы одинаковые. На счет 3 стартуем. Раз, два, три. Блин, надо было две многостволки брать. Четвертая. Ну да ладно. Будем не до 50%, а чутка поменьше. Но главное, чтобы у нас было, ну, хотя бы секунд 30 стрельбы. Просто, допустим, если будет 10 секунд, разница будет 1 секунда, это одно. Но если будет 100 секунд, разница уже будет 10 секунд, то это гораздо более, так сказать, наглядно. Кабина минус, понятно. Держись, Зефир, держись. Я буду просто стрелять в одно и то же место, но всегда. Так, тем временем 40 секунд. Не знаю, до 70 дойдем, либо, наверное, до 60, может, до 50 дотянем. В общем, стреляем, ребята, стреляем. Это очень важный тест. Как раз таки на анаконду в нижние первые слоты можно поставить, в корвет можно поставить, в его первые слоты, блин, в мамбу в первые слоты, в крайт во вторые поставить, ну и так далее. Продолжаем. Думаю, дойдем до 60, на этом остановимся.
А хотя, как пойдет уже минута 15 секунд, хотелось бы, чтобы было минута 40 секунд, чтобы было прям вот 100 секунд, чтобы прям по красоте было. Да, я попросил его изначально сделать помощнее анаконду. Это необычная анаконда. У этой анаконды 4, на секундочку, 1000 армора. И там и резисты есть. Там, в принципе, все прекрасно. Стоп. Минута 37 секунд. Теперь давайте поменяем первые многостволки на те самые. Ну что ж, погнали. Та же самая конда, наши заинженерные пушечки. Сейчас я вам покажу, чтобы вы, так сказать, убедились, что это то самое. А, это не то. Прошу прощения. Вот, пожалуйста. Погнали. Как видите, от них попадания другие. Слушайте, ну, ребят, ну ощутимо быстрее идет, вам не кажется? А чё так быстро? Ё-моё. 32 секунды, уже 75. И как видите, там находится моделька. Вот сейчас она красненькая. Когда у нас они перезаряжаются, эта штучка падает. Это я сейчас говорю про эффект на корпус. Сейчас вы можете заметить, когда кончатся патроны в мелкой, то эта штука будет спадать. Видите, падает. Вот, так и работает. То есть, в принципе, постоянно стрелять не обязательно. Стоп. Минута 08. Короче, разница довольно серьезная. Потому что минута 37 и минута 08 разница в 30 секунд, грубо говоря. А это разница в половину, ребята. В половину. Быстрее, нежели без этого эффекта. Довольно приятно, я вам скажу. Конечно, да, эта штука не отображается, но когда вот по вам стреляют, у вас резисты будут точно такие же, как у вас, вот они и есть. Но вы, блин, ребята, вы сами видели то, что разница в половину, а это дофига. Это очень сильно может вам помочь против сильной неписи. Что я имею в виду под сильной неписью? Непись в зонах добычи довольно, так сказать, ну, мягкотелая. Ну, будем объективны. Без инженеров можно там развлекаться, ковыряться. Но непись, которая находится в зонах конфликта, в принципе, тоже не особо сильное. Но там есть крыло альфа, крыло дельта и корреспонденты. Вот крыло альфа-дельта, боевые крылья вот эти, они очень сильные, ребята. С ними разбираться, ну, довольно тяжко и долго. Плюс, да в зонах еще имеются капитаны. А вот с капитанами это вообще отдельный разговор. Мы ковыряли, получается, сколько? Втроем, вчетвером одного капитана на каттере. Это было очень долго. И даже когда сняли щиты, это было долго. Если это будет федерал на корвете, то будет еще дольше, как вы понимаете. Также не забывайте про пиратские сигналы. Там есть довольно серьезные крепкие анаконды, да даже не анаконды, фердиланцы, там чифтейны, челленджеры, питоны бывают, они там просто неимоверно живучие. Плюс ко всему к этому есть еще элитные задания на уничтожение пиратов, дезертиров, там вот этих всяких ребят. Вы прилетаете туда, там один корабль, его защищают 2 стервятника, и эти ребята очень сильные. Я летал на корвете за инженерным в соло на эту миссию. Это был ужас. Я еле вытащил, потому что это еще при всем при этом не просто миссия боевая элитного уровня. Это миссия боевая элитного уровня для звена. И вот там мобы просто жесткие. Очень жесткие, сильные, живучие. Вот это я рекомендую вам использовать. Но сам, наверное, ну не знаю, переключаться между слотами не так уж-то и удобно. На корвете у меня вообще плазма, а в те два первых я вообще хотел поставить отключающую сетку, которая на лазерах стоит, чтобы выводить в модуле противника из работы. Чтобы, ну вы знаете, этот видос, сейчас подсказочка вылезет, если что. Так что, ребят, брать не брать, решать вам, но разница по корпусу действительно колоссальная. Так что берите это на вооружение. А у меня на этом все.
Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous. Там примерно сколько? 325-326 видосов, так нормально. Поснимал пару дней, по кайфу. Также большую часть видосов я уже структурировал. 21 плейлист, ребята, и на различные темы. Обзоры всех кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, модули стражей, вооружения. Ребят, много тем и еще много работы предстоит, чтобы все это структурировать в полной мере. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram канал. И, ребята, в этих социальных сетях публикуется информация каждый день по поводу выхода видоса, да? Плюс в Дискорде набирается народ в эскадрилью через него именно. Без этого никак. Там вам дается роль, там общие чаты, чтобы вам всем было удобно. Также сейчас я работаю над тем, что перевожу видосы, ставлю субтитры на русском, английском, немецком и французском, поэтому я не знаю. Я надеюсь, видосы будут выходить точно так же по 1-2 в день, но посмотрим, что как будет, друзья. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.